Когда усталый белый медведь продолжал гнаться за человеком в лодке, он не понимал, что происходит, но как только он узнал, почему, то не смог сдержать слезы. Экскурсовод Роланд Ворьер совершал обычную поездку с несколькими туристами, рассказывая истории о местных традициях, когда заметил в воде что-то странное. Он сидел на корме своей маленькой деревянной лодки и, управляя мотором, пересекал океан недалеко от Коктовича, штат Аляска, направляясь к морю Бафорта. Когда он проверял двигатель, который начал барахлить, его внимание привлекло что-то белое, проплывавшее менее чем в 100 футах от него. Роланд наклонился и прищурился, чтобы получше разглядеть. Как гид-инупиат, он хорошо знал местную флору и фауну и сразу же узнал очертания белого медведя. Но что-то было не так. Медведь почти не двигался, а они были уже на приличном расстоянии от берега. Роланд замедлил ход лодки, чтобы она слегка дрейфовала. Он извинился перед туристами, объяснив, что в этих местах белые медведи находятся под охраной, и это может быть редкой возможностью увидеть их вблизи. Но двое туристов отказались от этой возможности. Они были напуганы, зная, насколько опасным может быть белый медведь, и настояли на том, чтобы направиться прямо к месту назначения. Роланд попытался успокоить их, рассказав, как часто он встречал здесь белых медведей. Анжела, одна из туристок, недоверчиво трясла головой. «Неужели вы не слышали о нападениях белых медведей на людей?» Она была полна страха. Другой турист, Рик, добавил, что он читал, как эти медведи становятся агрессивными, когда их загоняют в угол. Хотя и понимал их опасения, Роланд знал, что белые медведи в целом предпочитают избегать людей. Он вздохнул и снова завел мотор. Когда они уходили, Роланд про себя надеялся, что если медведю понадобится помощь, она все еще будет рядом, когда он вернется. Попивая кофе и глядя на горизонт, он размышлял, что могло произойти с медведем. Вскоре он понял, что медведь следует за ними, медленно пробираясь по воде. Это не было плодом его воображения. Большое белое животное определенно следовало за лодкой по пятам. Сердце Роланда забилось быстрее. Он чувствовал, как его инстинкты исследователя, защитника природы и охранителя животных бесновались внутри него. Высадив туристов на близлежащем острове, Роланд повернул лодку обратно к медведю. По пути он успокаивал себя мыслью, что у него есть шанс сделать что-то важное. Все-таки не каждый день ему удавалось спасать диких животных. К этому времени медведь уже преодолел значительное расстояние между ними. Он выглядел ужасающе изможденным, его шерсть была мокрой и растрепанной от борьбы с водами. Когда Роланд приблизился, он вызвал по рации ближайшего наблюдателя с просьбой о помощи. Если что-то не так, он знал, что не справится с этим в одиночку. К счастью, поблизости находилась исследовательская группа, но Роланд сказал им, что им нужно поторопиться. С каждой секундой, пока он боролся с растущим волнением в желудке, его сердце упало. Он увидел, что медведь запутался в рыболовной сети. Огромные лапы животного путались в сети, в то время как он извивался и тянул, пытаясь освободиться, но в итоге только тратил еще больше сил. Судорожно борясь с паникой, Роланд вспомнил о своих уроках по спасению диких животных. Роланд еще не знал об этом, но это бедное животное уже полдня боролось в воде и быстро выбивалось из сил. Вид медведя, такого измученного и беспомощного, сломал что-то внутри него. По лицу Роланда текли слезы. Он вспомнил, как его дедушка рассказывал о временах, когда белые медведи охотились в его округе, и прежние поколения инупиатов ставили ловушки, чтобы поймать этих величественных животных. Как и все в его сообществе, он глубоко любил и уважал дикую природу, и ему было больно видеть, как страдают эти замечательные животные. Они видели, что окружающая среда быстро меняется, и животные страдали первыми. Внутри него закипал гнев.
Почему люди были настолько безразличны к страданиям диких животных? Как можно было оставить эту историю без внимания? В глубине души Роланд чувствовал, что должен помочь этому медведю. Не было ничего необычного в том, что белые медведи охотились в одиночку, но видеть, как один из них оказался в ловушке так далеко от берега, попав в искусственную сеть, было душераздирающе. Тем не менее, даже в таком запутанном положении Роланд знал, что медведь может напасть, если он не будет осторожен. Это было зверское животное, и хоть он и относился к нему с пониманием, он не мог позволить своему желанию помочь затмить разум. Схватив толстую веревку из своей лодки, Роланд завязал ее в большую петлю. Если бы ему удалось обмотать ее медведя, он смог бы удержать его на плаву до прибытия помощи. Его план потихоньку формировался в голове, хотя опыт подсказывал, что это будет трудной задачей. Он взмахнул веревкой как лассо и бросил ее в сторону медведя, с первой попытки удачно приземлившись. Это был критический момент. Если он промахнется, то потеряет драгоценное время на попытке снова. Но как только он аккуратно затянул его вокруг туловища медведя, он понял, насколько прочным это будет. Даже плавая в воде, медведь был невероятно тяжелым, около 900 фунтов, размером с рояль. Через несколько минут руки Роланда горели от боли. В довершение всего медведь извивался, борясь теперь с двумя веревками вместо одной. Это было как тонкая линия между одним миром и другим. Роланда терзали мысли о том, как его действия повлияют на судьбу этого животного. Роланд стиснул зубы, изо всех сил надеясь, что исследовательская группа скоро появится. По его расчетам, времени не оставалось. К его удивлению, первыми пришли не исследователи, это была группа рыбаков-инупиатов, которые заметили его издалека. Теперь их было трое, и они по очереди держали веревку, удерживая голову медведя над водой, и медленно пытались направить его к берегу. Но медведь не поддавался, он отчаянно сопротивлялся, брызгаясь и дергаясь, волоча их лодки, как игрушки. Даже объединив усилия, они едва продвигались вперед. Каждый момент превращался в длительную борьбу, где ставки росли и не только для медведя, но и для людей на берегу. К счастью, исследовательская группа прибыла как раз вовремя. Не теряя ни секунды, они схватили свое оборудование и выстрелили в медведя сильно действующим транквилизатором. Видя, как животное успокаивается, Роланд испытывал взрыв эмоций. Они объяснили, что потребуется несколько минут, чтобы подействовало, но как только это произойдет, животное успокоится. И действительно, когда действие успокоительного возымело действие, мышцы медведя расслабились, и он перестал сопротивляться. За это время Роланд, все еще испытывая эмоции, вытер слезы с лица рукавом рубашки, напоминая себе, что работа еще не закончена. Теперь, когда надежда снова зажглась, стало очевидно, что необходимо действовать быстро. Благодаря всеобщему усилию ученых и рыбаков им удалось осторожно подтащить медведя к берегу. Потребовалось огромное усилие, чтобы взвалить тяжелое животное на спину, но они справились. Для Роланда каждая потерянная минута казалась бесконечной. Они осторожно начали распутывать сеть, которая опутывала все конечности и затягивалась все туже по мере того, как медведь сопротивлялся. Это было нелегко, и как только они освободили последние нити, наступил напряженный момент. Каждый из рыбаков знал, что нужно много времени и усилий, чтобы медведь пришел в себя. Рыбаки из Инупиата думали, что их работа завершена, но было ясно, что ученые готовятся к чему-то совершенно иному.
Сообщество Роланда никогда полностью не доверяло этой команде. Несмотря на то, что ученые годами рыскали вокруг, копаясь и изучая, жители Инупиата на самом деле никогда раньше не видели, чтобы они спасали каких-либо животных. Им не давали покоя воспоминания о тех случаях, когда их предавали, и они не собирались оставлять эту ситуацию без внимания. Честно говоря, именно поэтому Роланд не решался обратиться к ним за помощью. На протяжении веков инупиаты были хранителями местной популяции белых медведей. Их обычаи и образ жизни научили их защищать землю и всех живущих на ней существ. Поэтому, когда впервые появилась группа исследователей из Калифорнийского университета, многие люди отнеслись к этому настороженно. Они помнили прошлые встречи, где ученые обещали защиту, но оставляли за собой разрушение. Ученые сказали, что они пишут статьи и помогают в охране природы, но инупиаты слышали слишком много историй от других групп коренного населения. Историй о людях, которые приходили с обещаниями, только чтобы открыть двери для глубоководной добычи полезных ископаемых и других разрушений. Люди Роланда знали, что слепо доверять кому бы то ни было нельзя. Туристы – это одно, они приезжали, чтобы увидеть красоту Земли и получить столь необходимый доход. Но когда дело касалось ученых, было сложнее понять, каковы их истинные цели. Теперь, увидев белого медведя, лежащего на берегу, Роланд и другие рыбаки забеспокоились. Когда ученые открыли медицинскую сумку, она была наполнена шприцами, скальпелями и ножами. «Не трогайте нануков!» — крикнул один из рыбаков, используя их название белого медведя. «Наша работа — защищать их!» Напряжение повисло в воздухе. Когда рыбаки подошли ближе, их лица были полны гнева и страха. Исследователи пытались объясниться, быстро говоря и размахивая руками, чтобы успокоить группу, но за годы недоверия их было трудно заставить замолчать. Роланд, почувствовав важность момента, встал между ними. Он поднял руки, пытаясь успокоить обе стороны, понимая, что ссора — это последнее, что им нужно. Роланд сказал своим коллегам-инупиатам, что пока нет необходимости доверять ученым, и попросил их позволить команде продолжить свою работу. Один из ученых быстро поблагодарил их, и они приступили к работе. Руками в перчатках команда тщательно осмотрела каждую часть тела медведя. Интересно наблюдать, как эти люди работали бдительно и внимательно. Они объяснили, что искали повреждения, прежде чем проверить частоту сердечных сокращений, зрачки и когти медведя. С некоторыми осторожными движениями и деликатными маневрами они обеспечили безопасность животного. Наконец, они аккуратно прикрепили крошечный кусочек пластика прямо над плечом. Это было устройство, которое помогало ученым отслеживать миграцию и состояние здоровья медведя. Они заявили, что это позволит им отслеживать медведя и следить за ним, что облегчило бы поиск и оказало помощь, если он снова попадет в беду. Кроме того, это было актом платы за все страдания этому загадочному существу. Закончив проверку, все медленно двинулись дальше вглубь острова, чтобы дать медведю возможность проснуться и прийти в себя. Роланд держал руки в карманах, пытаясь приготовить с собой определенные слова, чтобы выразить свою благодарность ученым, когда они сделали такой важный поступок. Вскоре белый медведь зашевелился, покатался по песку, а затем, пошатываясь, поднялся на ноги.
Он сильно встряхнулся, разбрызгивая воду и песок во все стороны, как будто стряхивал с себя дурной сон, а затем, не колеблясь, нырнул обратно в море и поплыл прочь, сильный и свободный. Группа людей на берегу радостно зааплодировала, их сердца переполняли эмоции. Наблюдая за возвращением медведя в дикую природу, Роланд и его соплеменники поняли, что на этот раз ученые действительно пришли им на помощь. С того дня сообщество инупиатов тесно сотрудничает с исследователями, делясь своими глубокими знаниями о Земле и дикой природе. Ученые прислушались и использовали эту мудрость, чтобы еще больше защитить этот район. Роланд иногда вспоминает тот день как поворотный момент, когда два мира сошлись вместе ради сохранения дикой жизни. Они создали информацию и понимание, которые изменили их подходы ко многим вопросам, связанным с охраной природы. Каждый год теперь проводятся совместные экспедиции, где инупиаты обучают ученых важности местных традиций и взаимодействия с исчезающими видами. Роланд стал не только экскурсоводом, но и местным защитником. Его страсть к природе и желание сохранить медведей стали основой для новой программы, привлекающей молодых людей из его сообщества. Они обучаются не только охотничьим традициям, но и знаниям об охране окружающей среды. Теперь, когда Роланд ведет свою лодку и рассказывает истории, он всегда упоминает тот день, когда удалось спасти медведя. Он объясняет туристам, как они могут внести свой вклад в сохранение диких животных. Это больше, чем просто наблюдение за природой. Это призыв заботиться о ней, сотрудничать с коренными народами и поддерживать культуру инупиатов, чтобы они могли продолжать защищать тех, кто действительно нуждается в их помощи. Какая невероятная история! Что бы вы сделали, если бы были одним из туристов на лодке Роланда? Поверили бы вы ученым, которые были там в составе сообщества инупиатов? Сможете ли вы почувствовать связь с природой и необходимость действовать, когда это действительно важно? Расскажите нам в комментариях ниже. Не забудьте поставить лайк, поделиться и подписаться на новые трогательные истории, подобные этой. Вместе мы можем изменить мир, если будем работать рука об руку, каждый на своем месте. Помните, даже самая маленькая помощь может привести к великим переменам.